Спустя 1,5 года после дебюта электроседана Porsche Taycan, компания провела презентацию серийного кросс-универсала Taycan Cross Turismo, который способен удивить как на гоночном треке, так и на убитой гравийной дороге. Сама фирма считает Taycan Cross Turismo не кроссовером и не универсалом, а представителем сегмента CUV – Cross Utility Vehicle. Ради адаптации Cross Turismo к бездорожью инженеры перенастроили подвеску, увеличив дорожный просвет на 20 мм по сравнению с стандартным 4-дверным электрокаром, до 150 мм в стандартном положении. В базовое оснащение всех версий входит трехкамерная пневматическая подвеска с электрогидравлической системой Smart Lift, которая автоматически приподнимает автомобиль перед неровностями, а на высоких скоростях пневмоподвеска опускает кузов в 2 этапа, чтобы снизить сопротивление потоку. Плюс ко всему в мозгах электрокара запрограммировали дополнительный внедорожный режим работы под названием Gravy, которого нет у обычного Taycan. Наконец, за дополнительную плату будет доступен опциональный пакет Off-Road Design, предусматривающий увеличение клиренса еще на 30 мм, а также расширители колесных арок и дополнительные защитные элементы кузова. Облик серийной модели следует концепту Mission и Cross Turismo 2018 года, разве что изменены немного бамперы. Длина машины выросла на едва заметные 11 мм, до 4974 мм. А высоту прибавили на 28 мм, до 1409 мм. Архитектура салона новинки практически полностью повторяет стандартный Taycan, однако у кросс-версии есть собственная уникальная фишка. На передней панели автомобиля при заказе пакета Off-Road Design появился встроенный компас. Благодаря измененной задней части кузова существенно увеличилось свободное пространство в районе ног и головы пассажиров второго ряда. Объем багажного отделения составил 446 литров, а при сложенных сиденьях свободное пространство вырастает до 1200 литров. А за доплату предложены рейлинги на крыше, выдерживающие до 75 кг, и специальное крепление для велосипедов, которое позволяет открыть пятую дверь, не снимая самих велосипедов. На старте продаж Taycan Cross Turismo предложат в 4 версиях: Taycan 4, Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S. Все с полным приводом и системой контроля тяги. Технически новинка идентична стандартному Taycan. Универсал в зависимости от модификации оснащен одним или 2 электромоторами, передающими тягу на все 4 колеса, а также двухступенчатым редуктором на задней оси. Электрическая система работает с напряжением 800 вольт, что вдвое больше по сравнению с большинством современных электромобилей. Блок аккумуляторов на 93,4 кВт-час с 396 ячейками в зависимости от мощности силовой установки позволяет проехать без подзарядки от 388 до 456 км. Агрегат базовой версии 4 Cross Turismo выдает 380 лошадиных сил, а его отдача при режиме Overboost и функции быстрого старта Launch Control вырастает до 476 лошадиных сил. Такой универсал способен набирать первую сотню за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составит 240 км в час. Далее идут варианты 4S и Turbo с силовыми установками на 490 лошадиных сил, 571 лошадиная сила с овербустом и 625 лошадиных сил, 680 лошадиных сил с овербустом. Они способны ускоряться с места до 100 км в час за 4,1 секунды и 3,3 секунды соответственно. На вершине линейки стоит модификация Turbo S, агрегаты которой в пике способны выдавать до 761 лошадиной силы. Такой автомобиль по умолчанию укомплектован полноуправляемым шасси, где задние колеса могут поворачиваться под небольшим углом, повышая маневренность на малых скоростях и стабильность на высоких. Топовый Taycan Cross Turismo преодолевает рубеж в 100 км в час за 2,9 секунды, что на 0,1 секунды медленнее лифтбека, а его максимальная скорость ограничена на 250 км в час. Стандартное оснащение Taycan Cross Turismo включает в себя светодиодные фары и двухзонный климат-контроль с автоматическим распределением потоков без жалюзи в дефлекторах, цифровое радио, 2 крепежных ремня в багажном отделении, частично кожаный салон, сиденье с 4 электрорегулировками. У версии Turbo регулировок сидений 7,
а у Tourbase 9. Топовой машине полагается полноуправляемый шасси, система Porsche Electric Sport Sound, пакет Sport Chrono и двухцветный интерьер без кожи. После презентации вседорожного универсала Cross Turismo руководитель линейки Taycan Стефан Вегбах намекнул на то, что семейство ждет расширения, подтвердив, что у компании есть технические возможности выпустить и двухдверные варианты электрического спорткара и еще одну пятидверку, аналог Panamera Sport Turismo. В продаже электрические пятидверки Porsche появятся летом. В Европе цены начинаются с 93 600 евро, а российский прайс-лист будет опубликован в ближайшее время. Ну а дилеры уже готовы принимать заказы. Как вам новый кросс-универсал Taycan Cross Turismo? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.